Сегодня многое говорилось о перспективах исламской финансовой системы и исламской экономической системы. Как бы вы могли определить ключевые отличия этой системы от уже сложившейся классической системы? Во-первых, я бы не стала говорить о том, что эта система является собой что-то диаметрально противоположное существующей системе. Основное отличие исламской финансовой системы в том, что она ориентирована на общество, она социально ориентированная система. В ней заложены определенные нравственные посылы, и именно в этом она отличается от существующей деловой практики. Я не говорю о теоретической модели, а именно о той деловой практике, которая, к сожалению, сегодня имеется. В чем принципиальное различие подходов? Это то, что инвестиции, согласно требованиям ислама, согласно требованиям исламской финансовой модели, должны направляться в реальный сектор экономики. Запрет на проценты как плата за предоставление финансовых ресурсов. То есть тот, кто предоставляет финансовые ресурсы, он должен нести риски так же, как и тот предприниматель, который берется за развитие чего-то нового, принести какое-то новшество в социальную сферу, экономическую сферу, развивать проекты, развивать инвестиции, развивать инновации и так далее. Есть определенные требования к социальной благотворительности, то, что отражено в нормах о закяте. Существуют требования, помимо разделения рисков, к тому, чтобы инвестиции не направлялись в социально вредные сектора экономики, такие как производство алкоголя, табака, от которых сейчас огромное количество людей страдает, и есть очень плачевные последствия, особенно в России. Такие как ресторанный бизнес, где торгуется алкоголем, такие как игорный бизнес, казино и так далее. То есть вот эта сфера, которая является социально губительной, она должна быть закрыта от инвестирования. Если мы не будем туда инвестировать, соответственно, не будет эти сферы процветать. То есть здесь все взаимосвязано. Sum up what are the 15 misconceptions that we have in European countries. Существует несколько заблуждений европейцев о финансовой системе исламских стран. Первое заблуждение – исламские финансы принадлежат террористам. Второе заблуждение – исламские финансы предназначены только для мусульманских стран. Третье заблуждение – исламская финансовая система – это аналог традиционного западного финансирования. Четвертое – методы, применяемые в финансовой системе исламских стран, примитивны. Пятое – в исламской финансовой системе нет установленных правил. Шестое, в ней больше рисков, чем в традиционном виде финансовых систем. Седьмое, затраты на финансирование выше, чем в традиционных видах финансовых систем. Следующее заблуждение состоит в том, что исламские финансы являются своего рода благотворительностью. Это неправда. Исламские финансы – это бизнес. Следующее заблуждение – исламская финансовая система не предоставляет гарантии. Это не так. Для обеспечения безопасности сделок у нас существует система гарантий. Следующее заблуждение – финансовая система исламских стран держится только на нефтяном буме. Это неправда, мы крепко стоим на своих ногах. Еще одно заблуждение – исламские финансы защищены от недобросовестных действий. К сожалению, это не так. Несмотря на строгие принципы, иногда некоторые люди нарушают их. Мировые финансовые кризисы не затрагивают исламскую финансовую систему. В некоторой степени она была защищена от их последствий, однако после кризиса 2008 года мы почувствовали взаимосвязь между исламской финансовой системой и традиционными западными финансовыми системами. Следующее заблуждение – выполнение обязательств по исламским финансам требует минимальных правовых изменений. Это неправда. Требуется много изменений, в основном они касаются налогов. И, наконец, последнее, но не менее значимое, что исламская финансовая система ставит своей задачей заменить западную и доминировать в мире. Исламская финансовая система – это всего лишь дополнение к традиционной структуре мирового рынка. Что касается, что это финансирование терроризма, я думаю, здесь можно долго не останавливаться, потому что абсурдность этого, она уже давно всем понятно. Все они дискредитировали себя с этим абсурдным обсуждением, потому что банковская система, как они прекрасно являются авторами банковской системы и контролерами в одном лице, те, которые говорят о финансировании исламского терроризма, что исламские финансы связаны с терроризмом, они понимают, что банковская система очень прозрачна, все оценивают. Что касается, что только для мусульман, то, безусловно, это не так, об этом мы сегодня уже говорили, потому что ислам
являясь частью авраамических традиций, и тем самым предполагает, что все исламское является достижением авраамических цивилизаций. Что касается репликации, то, к сожалению, надо признать, что сами мусульмане для этого дают повод, и исламские банки, многие, за это время исламские банкиры, к сожалению, они давали и продолжают давать, и в этом смысле здесь, к сожалению, приходится говорить о том, что так называемый исламский мир, он и еще и потому имеет много проблем, потому что далеко, в многих местах очень далеко он отошел от ислама, продолжая называться исламским. Не хватает понимания метафизики исламской политэкономики, исламской экономической доктрины, метафизики Корана. В этом и, собственно, проблема и в том, что заслуженно многие наши коллеги нас обвиняют в репликации, что мы просто имитируем. Что касается примитивной методы, здесь, к сожалению, тоже это misconception, он зиждется на том, что это непонимание зиждется на непонимании фундаментальных основ исламского финансирования. Исламское финансирование было, инструментарий исламского финансирования возникали как ответ на запрос человека. То есть исламское финансирование это как портной шьет одежду на конкретного человека. То есть фермер имеет свой набор инструментариев. И как бы это ни называлось банковским или иным, производитель имеет свой набор инструментариев. Торговец имеет свой набор. В этом и красота и всеобъемлющий характер исламского финансирования, что он нацелен обслуживать не интересы тех, кто управляет этим, владеет этим инструментом, а тех, для кого эти инструменты были созданы. Что касается отсутствия стандартов, здесь, безусловно, с точки зрения обычной банковской системы, финансовой системы, может касаться, что нет стандартов, но в исламской банковской сфере стандарты самые высокие, если кто понимает фундаментальные ограничения. Относительно рискованности, более рискованные. Вы знаете, более рискованные, чем современные инвестиционные банки, нет и вообще финансовых институтов и нет финансовых инструментов. Про рискованность, аппетит, так называемый аппетит на риск придуман не исламскими финансовыми учреждениями, а инвестбанками, которые готовы спекулировать и рисковать нашими деньгами с вами любой ценой. В этом смысле исламская финансовая система, банковская система, она, исходя из своих этических принципов, чужими деньгами так не рискует, как это делают инвестиционные банки. И распределение прибылей и убытков, это не означает, что обязательный инструмент должен быть рискованным. Эти же убытки обычные российские банки уже имеют 20% плохих кредитов в своем портфеле. Поэтому это всего лишь нелицемерное ведение финансового дела, когда все прозрачно и заранее все признают. Что касается, что стоимость выше, вы знаете, это как смотреть и с точки зрения конечной цели той или иной транзакции. Исламская транзакция имеет в виду создание стоимости и распределение этой стоимости. С этой точки зрения, сколько реально некая экономика, в которой мы живем, позволяет зарабатывать и делиться тем, кто кредитует, это и есть справедливая цена. А если речь идет о том, что сегодня какой-то центр печатный, сатанинский, может печатать, обесценить деньги и раздавать налево-направо беспроцентно, бесплатно, или завтра увеличить. В этом смысле при такой неопределенности, при такой непредсказуемости лучше не иметь этих дешевых денег, как донайский дар. Что касается реализация требует всего незначительных изменений, это лукавство, это, безусловно, лицемерие, поэтому очевидно, что это путь никуда, если мы все время будем только и делать, адаптировать, искать в рамках обычного права, искать решения для создания инструментов, которые зиждутся на принципиально другом праве, потому что это право является отражением на земле абсолютного права Бога, является не рукотворным. Сегодняшнее право, которое в многих странах в той или иной степени успешно или неуспешно применяется, оно является рукотворным и, к сожалению, имеет много очень субъективизма. И потому здесь
когда мы создаем тот или иной финансовый инструмент, или мы понимаем, что это корням уходит все-таки в правовую систему. Исламские финансовые инструменты зиждятся на фикх аль-муамалат, на той части исламского права, которая регулирует мирскую жизнь и хозяйственную деятельность. И это право, оно в многих аспектах принципиально, фундаментально отличается от существующего, применяющегося права сегодня, правовой практики в мире и в том числе в России.